Молодая и успешная блогер Арина Демидова отправляется в Республику Алтай, чтобы снять новый уникальный материал для своих подписчиков. Всем привет! Вы на канале Приключенческих игр. Меня зовут Андрей. И вот мы с тобой будем знакомиться с игрой Сердце Алтая. Погнали! Как же тут красиво! Но, кажется, дальше проезд закрыт. Возможно, здесь есть кто-то, кто сможет мне помочь. Природный парк Тропа Сартакпая. Сартакпая? Интересно. Найти кого-то из местных. Версия 1.2. Короче, игра в раннем доступе, поэтому рассматривать прохождение этой игры, вот эти вот первые серии, как гайд по прохождению, сомнительно, потому что все может измениться в следующих версиях. Да, может быть такое. В общем, навигатор указывает путь по дороге дальше, но ее блокирует шлагбаум на въезде в парк. Возможно, кто-то из местных сможет подсказать, как проехать. Это, в общем, задачи такие. Документов пока нет, помощь, ну тут понятно. Окей. Моралы, визит-центр. Курганы, петроглифы. В общем, игра для тех, кто любит туризм или хотел бы стать туристом. Посвящаться. Приключения на Алтае начинаются. Сделать снимок. Правая кнопка мышки. Опа. И сохранить. Ага. Карта заповедника. Ну или заказника. Получается визит-центр. Въезд. У нас, получается, будет слева сейчас вот там, где человек ожидает. Получается, это администратор. За домиком администратора будут у нас моралы. Моралы — это типа олени алтайские. Вот. Где-то там около курганов бродит лось. Ну, лось — это не морал. Лось — это лось. Дальше у нас получается после моралов по часовой стрелочке Кизертаж. Вот такие камни. Курганы. Их несколько. Потом петроглифы. Именно петроглифы, так звучит это слово. Такое ударение. Это наскальные такие надписи, рисунки. Их надо будет тоже сфотографировать. Вот. Ну и параллельно будем кое-что собирать. Да. Пойдем поговорим сначала. Да, если ты вдруг когда-то играл или планировал играть в одну замечательную игру под названием Сибирия, там 4 части, да? Вот, то в той игрой Сибирия вдохновлялись разработчики этой игры Сердце Алтая. Но там в той игре point to click, то есть кликаешь, туда идут, а тут уже управление на клавиатуре более удобнее. Но не менее интересны загадки, я тебе скажу. Так что пошли смотреть и слушать. Вот альбом по кнопке Tab. Ну вот.
Все. Задание выполнено. Отлично. Нашли человека. Эту женщину зовут Мария. Она администратор этого парка. СРТП. И, собственно говоря, сейчас нам все расскажет. Вот, а потом пойдем смотреть. Озвучивает Марию, значит, знаменитая женщина Даша Островская. Въезд в природный парк. Добрый день. Добрый. Слушаю вас. Что вы хотели? Я направляюсь на турбазу, которая дальше по дороге. Но там шлагбаум на въезде. Все верно. Дальше проезд только для служебного транспорта парка. Вам нужно было раньше свернуть и объехать по другой дороге. Ох, ничего себе. Мне никто не сказал. А навигатор? Видите ли, это особая охраняемая территория. Вы можете спокойно оставить машину здесь и добраться пешком. Тут уже недалеко. Понятно. Спасибо. Угу. Ну и вот можно поговорить на данные темы. Соответственно, каждая тема может выдавать свой квест. Правила для туристов. Я рекомендую ознакомиться с правилами поведения туристов на территории Республики Алтай. Их можно найти на стенде у гостевых домов нашего визит-центра. Хорошо. Обязательно ознакомлюсь. Этикет. Есть еще что-то, что я должна знать, посещая Алтай? Например, у нас не очень принято обращение на «ты». Это считается дурным тоном. Даже к родителям мы всегда обращаемся на «вы» в знак особого почтения. Надо же, как интересно. А еще, зайдя в жилище, нужно обязательно первым приветствовать его хозяина. В жилище недопустимо проходить между очагом, который расположен в центре, и сидящим человеком возле него. Запрещается переступать очаг, мешать в нем золу и бросать в него мусор. Хорошо. Священные места. А вы, я так понимаю, работаете здесь? Да, я работаю смотрителем парка. Это уникальная территория. Здесь много сакральных мест, или байлудьер, как мы их называем. Под одним небом здесь расположились и древние курганы, и наскальные писаницы с петроглифами, и вековые оленные камни, символ памяти знатных воинов прошлых тысячелетий. Отлично! Сколько всего здесь можно посмотреть? Мы всегда рады гостям. Но помните, Алтай – это храм под открытым небом. При посещении священных мест запрещается громко говорить, сорить, ругаться и смеяться. Нужно вести себя достойно и с почтением к древним местам. Угу. Ну, получаем квест, собственно. Визит-центр. Скажите, а те домики на дороге, это тоже турбаза? Не совсем. Это гостевые дома нашего визит-центра. Здесь проводятся лекции, экскурсии, мастер-классы. Можно также и остановиться на несколько дней. Специалисты визит-центра следят за фауной парка. Здесь обитают моралы, дикие лошади и другие животные. Мир природы. Хочу заметить, что природа в культуре коренных жителей Алтая тесно связана с понятиями «сакральное» и «божественное». Например, вода – это граница миров. По берегам течет земная жизнь, а по дну пролегает запретный для живых путь в иной мир. Находясь у воды, недопустимо плевать в нее, смывать в нее грязь и кровь. А как же быть, если нужно вещи постирать? Набрали воду в таз и над землей отжимаете вещи, чтобы грязная вода не вернулась в источник. Пазырыкские курганы. Если пройдете дальше по дороге, увидите место, где начинаются Пазырыкские курганы. Это древние погребальные сооружения. Курганы представляют собой крупные каменные насыпи. Благодаря мерзлоте
В них сохранилось множество предметов, дающих представление о характере жизни наших предков. Спасибо. Обязательно посмотрю. Тропа Сартакпая. Я прочитала на въезде. Парк называется Тропа Сартакпая. Это, кажется, известный народный герой? Да, все верно. Сартакпай – известный персонаж алтайских легенд. Могучий батыр, который много славных подвигов сделал на Алтае. Например, одна из легенд гласит, что он сразился с чудовищем Дельбегенем, который пожирал народ Алтая. Люди обратились тогда к Луне и Солнцу, но не в силах они оказались помочь, так как нельзя им вмешиваться в процесс земного бытия. Выступил против него храбрый и ловкий Сартакпай. Сразив Дельбегеня-людоеда, Сартакпай зашвырнул его на Луну вместе с тысячелетней пихтой, за которую тот уцепился. С тех пор не может Луна от Земли далеко уйти. Надо будет обязательно потом почитать про него. Спасибо вам за подробную информацию. Вот, а тут есть еще кое-что интересненькое. Значит, это квадроциклы. Значит, там УАЗик. Колодец. Какие-то домики административные. А вот тут бочки, и заходишь сюда, значит, и видишь, что ты можешь взять коллекционная карточка. Карточка может рассказать то, что на ней изображено. Кокбору. Конноспортивная игра. Дальше. Не просто спорт, а борьба родов, где болеют не только какую-то конкретную команду, а за игроков родов Сиоков. Это проведение в Горном Алтае состязаний Кокбору с позиции традиционного мировоззрения алтайцев символизирует этногенетическое родство их с тюрками, выступает как знак самоидентификации, способствует этническому объединению алтайцев, новым контактам, а также соединению с семьи представителей разных родов. Как-то так. Как-то так. Вон сколько их всего. Много этих карточек. К сожалению, нахождение всех карточек это не является обязательным квестом, поэтому все карточки находить я не буду. Смотри, новые квесты обозначаются синеньким. Главные квесты звездочкой, то есть правила поведения туристов. Нам нужно будет изучить правила у гостевых домов визит-центра. Да. К моралам мы чуть-чуть позднее. Вот там они бегают, ходят. А пока посмотрим на правила туристов. Автоматический бег персонажа настроен. Собственно. Вот и правила. А где они находятся? Вот тут вот. Министерство туризма Республики Алтай. Ну, читать я все не буду. Просто на паузе можешь почитать. Вот. И погнали. Значит, это мы выполнили с тобой, да? Угу. Фауна и флора парка.
Ну, что, главное у нас путь до турбазы. То есть нам нужно попасть в турбазу, которая расположена за территорией природного парка. Чтобы не потеряться, лучше идти по дороге. Собственно говоря, что я и буду делать. Дальше только пешком. Пойдем сфоткаем. Вон, кстати, там лось бегает. Ну, как бегает, ходит. Ладно. Включить плеер на пробел. Хотя... Да, есть. Есть такое дело. Можем выключить, если захотим, да? Можем перелезть. Ну, как перелезть? Обойти. Сейчас сходим направо. Турбаза у нас получается налево. Нам нужно посмотреть петроглифы и курганы. И все остальное, что их касается. Кстати, да, вот лось. Вот он ходит. Фотографировать ее не обязательно. Хотя можно. Вот курган. Место съемки тут есть где поснимать. Обозначено оно. Должно быть где-то. По идее, вот оно. Да. Есть такое. И обычно около достопримечательностей можно найти какие-то коллекционные карточки. Но я играю пока что версию 1.2. Возможно, будут и другие версии. И на них уже могут быть изменения. Это карточка у нас с такими елочками, да? Пазырыкские курганы. Древние погребальные сооружения, расположенные среди нескольких десятков погребальных объектов разных эпох и в урочище Пазырык у села Балык-Таюль Улуганского района. Датируется 5-4 веками до нашей эры. 5 крупных каменных насыпей диаметром от 24 до 47 метров при высоте от 1,5 до почти 4 метров. Такие дела. Такие дела. Там вроде бы ничего такого больше интересного с той стороны. Там вон петроглифы. Тут вот такие вот монолиты, мегалиты. Ну, не мегалиты, конечно, камни. Ну-ка, что это такое? Фотографировать можно? Можно. Тихо, тихо, тихо. Вижу. Где-то отсюда вроде бы, да? Хотя не знаю. Ладно, давай так сделаем. Т. Что тут Т? Это оленные камни, да. Вот. Это 3-й камень был. Это артефакты позднего бронзового и начала Железного века. Вероятно, они служили памятниками героическим предкам, знатным воинам, представителям родовой аристократии. Это будет хороший материал для блога. Ну да. Фотографируем еще. Их, наверное, должно быть 3 по описанию. Есть контакт. Это какой? Это 2-й. Попал. Это курган. Это курган. Стопе. Курган здесь снимать надо.
Есть такое дело. И возле кургана может быть какая-то интересная штуковина лежит, нет? Или возле камней. А еще там, где ходит лось, там тоже должна быть карточка. Потому что так должно быть. Вот, кстати, почитать надо. Ой, почитать, говорю. Посмотреть. Чуйский оленный камень. Оленный камень — это величественные каменные стелы с выбитыми изображениями воинов и животных. Особое место среди них занимает олени с ветвистыми рогами, чьи силуэты застыли в вечности. Такие дела. Ну, все остальное на паузе, естественно. А где еще один? Стесняюсь спросить. Где-то есть, да? Пойдем искать. Будем искать. А пока мы ищем, мы все-таки надо бы петроглифы запечатлеть. Как-то так. Вот должна быть метка, что надо фотографировать. Поэтому там, где метка фотографировать, там нужно и фотографировать, соответственно. Такие дела. Если она, конечно, есть, блин. Окей, камень интересный, да. Ладно, давай просто сфотографируем. Все равно любой надо сфотографировать. Можем даже этот. Может, мы смотрим как-то под тем углом. Ладно. Есть. Засчитали. Идем искать оленный камень номер 1 и курган к нему. Близкий, да? Слушай, а если это... Тут должны быть, значит, эти... То есть, если петроглифы, это тоже интересное место. Должна быть карточка. Наверное. Я так думаю. Возможно, я ее где-то не вижу. Наверное. Я когда готовился, я, конечно же, смотрел тут все. Но я был не до конца готов. Ладно. Опустим это. Вот зайчики прыгают, да? Да-да. Богатый животный мир, блин. Погладить бы же зайчика еще. Ха. Чтобы руку не оттяпал. Прикольно, да? Иван-чай это, кстати, кипрей. Вот там вижу курган. Надеюсь, меня когда-нибудь посмотрит разработчик и удивится, какую фигню я снимаю. Погоди, надо сфотографировать. Задание выполнено. Ну, оленный камень надо найти. Еще бы. Один бы. По идее, тут должна быть карточка. Где-то. Наверное. Или нет. Или я ошибаюсь. Но оленный камень должен быть. Его не может не быть. Тут что-то может в лесу даже и что-то есть. Иногда карточки лежат на бревнах различных. Там турбаза. Но до турбазы нам с тобой еще рано. Еще очень и очень рано.
Алтайская коллекция, коллекция карточек, которая содержит скрытый смысл. Да. Фауна диких лошадей, моралов, ну, до них доберемся. Вот. Ну, писанину мы сделали. Вот это фотографии древних петроглифов. Курганы мы все сфотографировали. Осталось у нас камни, да? Камни, фауна и беседа. Ничего нет такого интересного. Скорее всего нет. Поэтому нам нужно с тобой найти камень. Это я не знаю, где он. Где-то в лесу. Где-то в лесу, вот где он в лесу, вот это его надо спросить. А не меня. Ха. Надеюсь, не за пределами карты. Ха! Такой за пределами карты искал, не нашел, да. Пойдем на лося посмотрим. Там должна быть карточка. Скорее всего. Вот она. А это у нас барсы. Да? Да. Это снежный барс ирбис. Хищник из рода леопардовых. Да. Вот так вот. Я сначала ушел вот к тому камню, сфотографировал, потом тот фотографировал, а назад-то я посмотреть забыл. Да, бывает. Значит, нам нужна фауна. А фауна это у нас получается в той стороне, куда я не дошел. Где администрация. За домком администрации. Ну, для начала мне нужно пройтись этой трубкой обратно. Кстати, около этого камня должна быть тоже какая-нибудь карточка. Потому что, видишь, они разложены так, что и достопримечательности рядом, и карточки рядом. Хотя я думаю, что она где-то есть, но, возможно, ее нету. Это мое предположение, так сказать. Вот. Где-то рядом, истина. Ладно, не будем отвлекаться, едем дальше. Карточки я что-то тут не вижу. Возможно, я ее не вижу. Возможно, у меня зрение рассеянное. Кто знает? Кто знает? Едем дальше. Там еще есть много чего интересного. Эта серия, да, серия будет полностью в парке, поэтому эта серия как бы является еще и демо-версией. Если ты можешь скачать бесплатно демо-версию, то ты увидишь то же самое, что и сейчас я показываю. Да?
А вот переход к турбазе. После перехода там уже платная версия. А это у меня платная версия, кстати. Ранний доступ. Если карточку эту я показываю, значит она есть, эти карточки есть только в платной версии, в раннем доступе. Так, таким образом смотрим, что тут есть. Это кедр. Проводником жизненной энергии алтайцев. Кедр наряду с тополем и березой — священное дерево. Его почитают, ему поклоняются, он символ силы, честности, долголетия. А еще кормилец, как для человека, так и для животных, птиц и таежных. Лечебными свойствами обладают не только плоды, орешки, но и кедровая смола, хвоя, древесина. Живет кедр в среднем около 400 лет, отдельные долгожители в 2 раза дольше. Были кедры в истории, да, по 800 лет были. А внизу кедра, на ветвях, диалама. Священные ленточки, использующиеся в качестве подношения духом жилища, родовым духом, духом гор, рек, священных источников и тому подобное. Вот такие вот. Я вот взял вот тоже выехал бы вот такой бы палаточкой. Да взял бы гитарочку. Да посидел бы. Если тоже так хочешь сделать, ставь лайк этому видео. Путешествие в Алтае. На Алтае. Значит, это самое мы тут взяли. Идем дальше. Видим ленточки. Тут может быть карточка, да, вот она. Сейчас мы эту ленточки посмотрим. Давай спойлернем сначала. Нет, сейчас посмотрим, потом спойлернем. Похоже, это обоутаж. Папа мне рассказывал о таких. Надо положить свой камень к остальным в насыпи, чтобы проявить уважение к духам этих мест. Обоутаж. Духов надо уважать, чтобы духи уважали тебя. Взять камень. Камешек. Берем. Камень для аботаж. И, соответственно, кладем. Время собирать камни, да? Вот, готово. Если я все сделала правильно, то, надеюсь, мне будет сопутствовать удача. Удачи нам с тобой понадобится. Ну что, вот и лошади. Фауна парка. Коллекционная картинка. Сейчас. Ну, аботаж — место поклонения местным духам, родовым или территориальным. То есть хозяевам данной местности. Известный знаток алтайской этнографии Анохин отмечал, что каждый алтаец при переезде через гору считал долгом в честь духа этой горы положить камень или ветвь. От этого постепенно составляются кучи камней и ветвей с примесью ленточек и конских волос. Такие дела. По идее, мы бы потом спустились. Ага. Ладно, короче говоря, лошадок надо поближе. Не, я, конечно, понимаю, что можно и издалека. Но лошади не любят издалека. А любят, когда близко. Чтобы легнуть, да, прямо. Ну-ка. Есть контакт.
А сейчас пойдем смотреть моралов. А потом сюда зайдем в хижину. Да, погоди, хижину потом. Про лошадей лежит карточка, должна лежать где-то здесь на бревне. По идее. Если я правильно помню. Или не помню. Или не то бревно смотрю. Короче. Где-то она все равно лежит. Ну, карточка про эту постройку. По-моему, вот это, да? А тут еще есть этот, как он? Еще вот такая карточка. Тихо. Вот. Тут их две. И на каком-то бревне еще лежит. Короче. Нам нужно с тобой посмотреть моралов. Почему? Потому что у нас фото моралов, видишь, написано же. Написано же, надо делать. Все, идем. Какой, блин, хитрый, да? Фотографировать не хочет. А, блин, может быть там у моралов лежат. Вот, сейчас дойдем до моралов. И там на бревнышке должна лежать каточка этих лошадей. Вот, если хочешь моралы, это вот такие вот олени. Вот они такие пятнистые, маленькие. О, какие красивые. О, красота какая, да? Идем вон туда. Я буду пугать оленей. Там домик администрации, вон видно. Все-таки тут моралы. Ладно. Значит, какой-то бревнушки я пропустил. Ладно. Пропустил и пропустил. Морал – один из символов горного Алтая. Преимущественно стадное животное, хотя старые самцы часто ведут одиночный образ жизни. Живут моралы обычно небольшими группами. Алтайский морал занесен в Красную книгу, и встретить его в естественной среде обитания невозможно. Вообще. Эти животные очень легко передвигаются по горам, со сложным рельефом, отменно плавают, не боясь даже бурных рек, могут преодолеть сотни километров. Это священное животное. Как-то так. Я не могу найти карточку про лошадей. Так. Почему про лошадей? Около лошадей. Что-то я путаю. Сейчас мы ее поднимем с тобой. Я могу. Пойдем смотреть, знакомиться с местным жителем и болтать с ним. Сейчас только карточки пару штук поднимем и пойдем болтать. А потом пойдем по своим делам. До турбазы. Потому что я больше как бы и все. Ботаж, собственно говоря. Все закрыто. Собственно говоря, последняя миссия у нас. Это жилище. Как оно называется?
Сейчас посмотрим. Не то. Жилище называется... Перед жилищем стоит такой столб. Коновязь. Рядом со входом в чадыр. Вот жилище алтайцев. Это чадыр. Всегда стоит коновязь. Чакы по-алтайски. Это не просто столб для привязки лошадей, а важный символ, соединяющий три мира: верхний, средний и нижний. Коновязь является одним из самых главных атрибутов алтайского народа. Издревле жизнь алтайцев связана с лошадью. Конь является священным животным, а у каждого чадыра стояли коновязи, символ защиты и гостеприимства хозяев. Вот как. Чадыр, аил, национальное строение, которое можно встретить в алтайских селениях. Обычно располагается оно недалеко от основного жилища. Дверь аила ориентирована на восток. Это интересно. Выходя утром, человек должен в первую очередь поклониться солнцу. Центром чадыра является очаг, где находится таган, треножник, на который устанавливают большой чугунный казан. К огню и тагану, как и месту пребывания огня, алтайцы относятся с особым почтением. Такие дела. Получается. Пойдем еще вот этот вот сундучек возьмем. А еще одна карточка лежит прямо там внутри. Это что такое у нас? Это у нас камы. Камы или шаманы. Особо почитаемые на Алтае люди. Считается, что они обладают передающимися по наследству даром лечить людей при помощи магических приемов. Камы появляются по велению духов предков и служат проводниками между миром живых и миром ушедших, миром людей и миром природы. Пройдя становление под покровительством духов и получив от них свой бубен, кам становится признанным избранником божеств. Камлание – это ритуал, сопровождающийся пением и ударом бубен, во время которого камы приходят в экстаз. От Эне, мать огня, особо почитаемое благословенное светлое божество в мифологии алтайцев. От Эне представляли как девицу или мать о 30 головах с ушами из выгнутого камыша, с украшениями на голове, одетую в белой одежды. А она хозяйка трехногого трехгранного очага, который является священным местом в жилище. Бубен шамана сделан из обода, на одну сторону которого туго натянута кожа. Изготовление шаманского бубна было настоящей церемонией. Сначала рубили подходящее дерево тальника, из него выделяли часть, затем распаривали ее и сгибали в круг. На второй день готовили кожу дикого оленя, лося или морала, чтобы на завтра обтянуть ею бубен. Далее совершался обряд оживления атрибута. На рассвете на бубен наносились рисунки, подвешивали металлические детали, а вечером ленты из различных материалов. Интересно. Пойдем дальше смотреть. Или нет тут здесь картинки? Ой, извините. Я просто была неподалеку и увидела... Проходи, не стесняйся. Здравствуйте. Здрасте. А, вон там картинка.
Картинка получается... А я все-таки одну не смог найти. Где птичка? Ладно. Топшур. Двухструнный музыкальный инструмент, по своему виду сходный с казахской домброй, но меньше по размеру. Корпус и гриф топшура вырезается из одного куска дерева. Это святынь Кайчи. Кайчи — это народный сказитель, который может передать целостные сюжеты народных эпосов через пение. Мастер, профессионально подготовленный в своем искусстве, обучающийся ему с детских лет. Офигеть, блин. Моральник. Рододендрон ледобура. Именно это растение, невысокий кустарник семейства вересковых, называют на Алтае моральником. Относится к полувечно зеленым. Нифига, я не знал, думал, вы чай. Обычно моральник активно цветет с середины апреля до конца мая. Отдельные растения цветами можно встретить летом, чаще в затемненных влажных местах. В первые майские выходные в Республике Алтай проводится традиционный праздник цветения моральника, который открывает летний туристический сезон. Участие в нем ежегодно принимает 1000 человек. Офигеть. Вот это да. Ладно. Значит, одну карточку я еще не нашел, я не знаю, где она. Может, и знаю, но не помню. Ха. Ладно, давай поговорим. Приветствие. Добро пожаловать в мой чадыр. Я Айдын. Мен Кайчи. Как зовут тебя? Я Арина. Расскажи, с какого ты Алтая? Простите, с какого Алтая? Я не с Алтая. У каждого есть свой Алтай. Там, где его дом. С какого ты Алтая? Ну, с московского. Кайчи, сказитель. Скажите, а вы местный шаман? Я Кайчи. Кайчи? А кто это? Сказитель алтайских преданий. Духовный проводник между прошлым и будущим. Хранитель мудрости этих земель. Очень интересно. А Кайчи и шаман — это не одно ли и то же? Мы можем общаться с духами, но по-разному. Мой путь в мир духов — это народные сказания и топшур. Топшур? А что это за инструмент у вас рядом лежит? Топшур, мой верный друг. Я его изготовил из цельного куска священного кедра. Как шумят деревья и журчит горный ручей, так и поет мой топшур. Священный кедр? Вы упомянули священный кедр. Это особое дерево на Алтае? Священное дерево, сотворенное самим Ульгенем, Верховным Творцом. Мы особо почитаем и охраняем его, приносим подношения духам природы, подвязывая белые ленты дялама. Да, это немного интереснее, чем просто кедровые орешки. Туристы и простые пришлые путники порой даже не знают, какой священной многовековой силой обладают эти места. А вы говорили про духов природы. Кто они? Мы верим, что все вокруг имеет свою душу и своих духов. Они являются хранителями природы и оберегают ее от вмешательства человека. Дух – хозяин Алтая, Алтай-Днези, хозяин земли Тер-Днези, хозяин воды Сун-Днези, гор Тун-Днези, леса Агаштар-Днези. Даже каждый камень на перевале имеет свою душу и свой дом. Его нельзя разрушать,
Его место там, где он лежит. Получается, это хорошие духи. А есть и плохие? Духи Алтая милостливы к людям, а наказание настигает людей только в ответ на темные мысли и непочтение. Мы живем в гармонии с природой и нашим домом Алтаем. Менің құдайым ағашташ, арбүткен Алтай. Мой бог – камень, дерево, природа. Мой бог – Алтай. Жилище алтайцев. А вы здесь один живете? Да, это мой дом. Мой чадыр. Чадыр? Испокон веков это дом всех алтайских народов. Так жили наши предки. Его называют Чадыр или Аил, а иногда Чадыр-Аил. Древний обряд. Я видела по пути сюда деревья с подвязанными лентами на ветках. Это Делама или Хайра. Для нас это дань уважения духам природы. Дань уважения великому Алтаю. Многие туристы бездумно вяжут ленты из любого подручного материала, засоряя деревья и гневя духов этих мест. Это очень огорчает. Это ужасно. Я ни в коем случае не хотела бы осквернить эти места. Но у тебя светлая душа. Отене увидела это. Пусть духи даруют удачу на твоем пути. Белой тебе дороги. Ахтёл-Болзын. Ты приехала искать истины на Алтае? Истины? Да нет, я просто турист. Так, сюжет снимаю для блога. Здесь ты можешь говорить открыто. Так я вроде уже сказала. Но твое сердце говорит другое, как и твои глаза. Великая Отене уже поведала мне. Простите, от Эне? Священная мать огня, покровительница очага и проводник в мир духов. Мы с благодарностью относимся к священному огню, который дает познать истины. Но я не ищу никакой истины. У тебя будет еще время, чтобы осознать ее слова. Интересно. Топ-шур он лежит справа от меня. Вот такой вот дядя. Понимаешь ли. Ха-ха. Его еще фотографировать нельзя, да? А чё? А чё? Почему он исчезает? Ха-ха-ха. Он чё этот, как его? Зомби? Ой, зомби, говорю, вампир? Интересно, интересно. Все интереснее, интереснее, я тебе скажу. Ладно, окей. Делать нам больше нечего. Как искать тур для... Ну, это тур, говорю. Турбазу. Эх, все, конец серии. Пора ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии, ждать нового видео, которое очень скоро будет. Наверное. Или не скоро. Но все равно будет. Так или иначе. Турбаза. Наше все, да? Да.
А что будет дальше? В следующей серии. Увидимся на Алтае.